Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, насколько важен защищенный белок в рационе высокопродуктивных коров и почему крайне важно при балансировании рационов его учитывать. В полноценном кормлении коровы белки играют очень важную роль. Однако даже в тех случаях, когда рационы кормления жвачных полностью сбалансированы, постоянно имеется большая проблема по недостаточному обеспечению дойных коров протеином. Причиной данной проблемы является то, что при нормировании кормления дойных коров отводится недостаточно внимания к качеству протеина и его расщепляемости в рубце. Протеин кормов в рубце коров распадается до простых азотистых соединений и аммиака, часть которой используется для синтеза микробного белка, а другая часть всасывается в кровь и выводится из организма. У жвачных животных около 60-70% белков и амидов корма расщепляются в рубце под действием ферментов микроорганизмов до аммиака. При этом около 90% ее расходуется на синтез микробного протеина, а 10% идет на гепаторуминальную циркуляцию. Другая часть белка, около 25-40%, расщепляется в кишечнике до аминокислот и всасывается в кровь. Для высокопродуктивных коров важное значение имеет не только общая обеспеченность протеином, но и его способность проникать в тонкий кишечник, не распадаясь до аминокислот в преджелудках. Высокопродуктивные коровы будут ощущать недостаток протеина для молока и остальных физиологических процессов, если их не обеспечат достаточным количеством нерасщепленного протеина в рубце. Существует большое количество высокопротеиновых кормовых добавок растительного и животного происхождения. Содержание в них сырого протеина может составлять и 45%, и 50%, и даже 70%. На первый взгляд кажется, что чем выше содержание протеина, тем лучше. Но это далеко не так. Весь вопрос в том, как используется в желудочно-кишечном тракте крупнорогатого скота этот протеин. Известно, что у высокопродуктивных коров синтез микробного белка в рубце обеспечивает общую потребность в этом веществе только на 45-55%. Остальное количество должно поступать с кормом при условии защиты его от распада в преджелудках. При балансировании протеинового питания лактирующих коров нормируют содержание расщепленного и нерасщепленного протеина в рубце. Такой подход обеспечивает оптимальную потребность рубцовых микроорганизмов в источниках азота и увеличивает поступление белка с кормами в неизменном виде в тонкий отдел кишечника. Весь объем рациона попадает в первый из 4 участков преджелудков – рубец. Часть распадается в преджелудках коровы до азота, распадаемый протеин, а часть протеина доходит до тонкого кишечника, где под действием энзимов расщепляется до пептидов и далее до аминокислот. Это протеин, избежавший распада в рубце, так называемый нераспадаемый протеин. Азот и аммоний используются микрофлорой рубца для строительства собственного объема простейших, который отмирает и усваивается в желудке в виде аминокислот, так называемый микробный белок. Но нужно помнить, что избыточный азот, попадая в кровь, становится аммиаком, который, закисляя кровь, ведет к заболеваниям. Проблема в том, что высокая продуктивность требует большого количества белка. И вводя в рацион повышенные нормы белковых добавок, без учета распадаемости белка, мы резко увеличиваем количество образующегося азота и аммония, которые способны превращаться в аммиак. Микрофлора рубца не успевает его весь перерабатывать, а свободный аммиак – яд. Он всасывается в кровь и поражает в первую очередь печень и плод. Корова резко теряет упитанность и выбывает после первой-второй лактации. Возникают проблемы с воспроизводством. Повысить продуктивность и сохранить здоровье животного можно только увеличив в сыром протеине долю защищенного протеина. При длительном неконтролируемом использовании протеинов происходит угнетение печени, разрушение гепатоцитов, что заканчивается ее циррозом. Кроме того, высокая концентрация аммиака в крови – это нарушение нейрогуморальных функций организма, нагрузка на почки и репродуктивные органы коровы. Как я уже сказал, высокий уровень мочевины в молоке сигнализирует об избытке протеина в рационе либо о несбалансированности его по фракциям. Выход из этой ситуации только один – обеспечить корову необходимым количеством нераспадающегося протеина. Защищенный протеин – это значит, что он не распадается в рубце коровы под воздействием рубцовой микрофлоры, а попадает в сычуг, и уже в этом отделе кишечника происходит его дальнейшее расщепление и всасывание.
Высокопродуктивной корове, особенно в первые 100 дней после отела, необходимо обеспечить потребление нерасщепляемого протеина до 45% в сухом веществе рациона. В случае несоблюдения этого требования, при наличии в рационе большого количества быстро переваримых протеинов и недостатке защищенных протеинов, аммиак накапливается в рубце с последующим всасыванием в кровяное русло и продвижением поворотной вене к печени. Необходимость постоянно перерабатывать токсичный аммиак нарушает работу печени, и со временем это может привести к циррозу и другим нарушениям обмена веществ. Больше всего высококачественного защищенного белка содержит соевый шрот. Он защищен от распада в рубце на 50%. У люпина защищенность составляет примерно до 40%. У рапсового шрота, жмыха, этот показатель достигает 35-37%. Самая низкая защищенность у подсолнечникового жмыха и шрота. Она составляет только 10%. Сейчас существует множество кормов и добавок, которые прошли специальную обработку с целью увеличения в них доли нерасщепляемого протеина. Понятно, что и корма, которые содержат большое количество нерасщепляемого белка, и специальные добавки стоят денег. А посему, прежде чем их давать, должен производиться точный расчет их потребностей. Давать такие корма на глазок не получится. Это будет слишком затратно. На данном этапе защита от распада протеина традиционных кормов является на сегодняшний день одной из самых актуальнейших проблем в области кормления жвачных животных. Напомню, что у высокопродуктивных коров синтез микробного белка в рубце обеспечивает общую потребность в нем лишь на 45-60%, а остальное количество должно поступать с кормом, защищенным от распада в преджелудках. Хотя корове, которая дает 10-15 литров молока, такие корма ни к чему. Для образования такого количества молока ей достаточно будет и микробного белка, образующегося в рубце. А вот чем выше продуктивность коровы, тем в меньшей степени удовлетворяется ее потребности в протеине за счет микробного белка. И тут уж без защищенного белка никак не обойтись. Как впрочем не обойтись и без других защищенных компонентов корма, которые мы рассмотрим в других видеоподкастах. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!